использовать разные цвета пластилина. Там небольшой экзорцизм испытываешь. Ребята, всем привет! Сегодня будем работать с литьевым силиконом. И сегодня я вам покажу, как сделать качественную форму для отливки сложных деталей из литьевого силикона. Литьевая форма из силикона будет предназначена для последующей отливки из эпоксидной смолы или других литьевых материалов. У нас есть вот такое шикарное сверло диаметром 50 мм. Форма у сверла достаточно сложная для копирования. Здесь присутствуют отрицательные углы, резкие острые грани. И чтобы форма получилась качественная и многоразовая, ее нам нужно будет сделать из двух половин. Я, как всегда, уже экспериментировал, и какое-то количество силикона я уже потратил. Форму я делал цельную, сейчас я вставлю кадры, и вы посмотрите, как это происходило. Потом, после затвердевания, я ее разрезал и вытаскивал силикон оттуда выкручиванием. Но при этом острая грань, можете видеть, потом разрезает этот силикон. Форма получается внутри очень качественная, очень гладкая, без единой каверны, без единого пузырька. Качество меня устраивает, но не устраивает, что очень сложно вытаскивать потом отсюда деталь. И что форма практически одноразовая. В этих местах начинает резаться и рваться. А у меня цель, чтобы форма мне послужила как можно дольше. В общем, как всегда, показал вам, как делать не нужно. И сейчас мы с вами сделаем правильный качественный вариант. Сначала нам нужно вырезать заготовочки по размеру короба. Короб у нас будет 10 на 10 сантиметров квадратного сечения и длиной 40 сантиметров. Нарисовал очертания сверла, и сейчас мне нужно будет выбрать вот эту вот часть на двух деталях. И теперь нам нужно зафиксировать здесь сверло с помощью монтажной пены, а также она закроет лишние участки. Пена вообще очень плохо липнет к металлу, но мы на всякий случай обработаем восковой разделительной смазкой дополнительно сверло. Оставляю на час в таком состоянии высохнуть. Забыл я совсем с этой стороны установить такую крышку диаметром 50 мм, через которую будет заливаться эпоксидка. Она нужна для того, чтобы залить эпоксидной смолы чуть больше, чем нужно для сверла, чтобы был небольшой запасик. А также сюда потом будет вставляться длинный прозрачный цилиндр, в котором будет подниматься пена при дегазации. Ну, потом все увидите, друзья. Теперь наша задача аккуратно срезать пену. Так как мы обработали воском, она совершенно не прилипла к сверлу. И теперь, ребят, нам остается облепить вокруг сверла тонким слоем пластилина, чтобы везде было качественное, хорошее прилегание. То есть всю вот эту конструкцию мы делали только для экономии пластилина. Сейчас буду раскатывать его полосами толщиной миллиметра 3-4 и вот так вот аккуратно по контуру все повторять. У меня достаточно холодно в мастерской, так что буду немножко разогревать феном. Процесс, конечно, не быстрый, но чтобы получилось качественно, придется постараться. Как говорится, терпение и труд все перетрут. Самое сложное повторить вот здесь внутри. Пена, конечно, тоже не лучший материал, потому что начинаю прижимать, она просто сминается. Так что лучше ее сразу в этих местах сжать и полностью заполнить пластилином. Практически уже все готово. Осталось мне еще вот здесь немного по периметру
налепить пластилина и сделать обязательно замки, чтобы потом две половины очень хорошо и точно совмещались друг с другом. Ну и в конце по периметру еще раз пройтись и сделать очень-очень аккуратное примыкание. Это очень важно, ребят. Тут самое главное, ребят, использовать разные цвета пластилина. Иначе ничего не получится. Картина должна радовать вас. Да, и желательно в плохом настроении к таким проектам не подходить. И без доли юмора и иронии тоже лучше ничего не делать. Теперь нам все это дело нужно немножко разгладить. Прямо рукой можно разглаживать. Немножко феном нагреваете. Все, разгладил. Получается очень хорошо. И теперь нужно еще раз по периметру пройтись лопаточкой, ножичком, сделать идеальное прилегание, очень ровный шов везде по периметру. И весь лишний пластилин убрать, срезать. Это легче всего сделать также, слегка нагревая лопаточку и очень аккуратно приглаживать по периметру. Вот так получается очень-очень качественно. Чувствую себя каким-то скульптором. Самое сложное место, конечно, внутри сверла. Там небольшой экзорцизм испытываешь. Здесь, конечно, ребят, вам терпение потребуется, если решите повторить. Чем лучше мы это сделаем, тем качественнее у нас получится форма. Чтобы стереть следы пластилина со сверла, можно использовать чуть-чуть обезжиривателя. Он очень хорошо его убирает и немножко растворяет. Потом обезжириватель испаряется, контур, шов остается такой же точный. Но на сверле уже пластилина не будет. Вот как здесь, например. Или вот в этом месте. Видите, как хорошо он стирается. И теперь обрезаем ровно по периметру. Этот контур будет играть дополнительно роль замка. Образовались после обрезки немножко острые края. И с помощью обезжиривателя немного растворяю пластилин и сглаживаю их. Чтобы еще лучше стыковались наши половинки, потом мы дополнительно еще сделаем углубление для замков. Практически все готово, друзья. Теперь нужно проверить, отделяется ли нижняя платформа. Я уже ее немножко подрезал от пены, чтобы потом после заливки в дальнейшем можно было легко снять в противоположную сторону вот эту часть. Сейчас аккуратно протираем все от пыли, чтобы на форме потом не было ненужных нам дефектов. Тщательно обрабатываем все разделительным воском. После высыхания смазки, а на это нужно 1-2 минуты, можно приступить к закреплению бортов. Теперь подготавливаем борта, но сначала нужно размешать нужное количество силикона и обмазать все кисточкой. Это очень важно и нужно для того, чтобы при заливке не осталось нигде пустот. А также, чтобы не было пузырика воздуха там, где нам нужно качественное повторение, а именно на поверхности сверла. Рассчитаем нужное нам количество силикона. По объему у нас короб получается 10 на 10 на 42 сантиметра. 4200 сантиметров кубических.
Отнимем объем сверла. Чтобы рассчитать объем сверла, нужно его вес 2244 грамма разделить на его плотность. Плотность стали 7,8 грамм на сантиметр кубический. И получаем примерно 287 сантиметров кубических. Это будет объем, который занимает сверло. Теперь считаем объем силикона. 4200 это объем короба. Отнимаем объем сверла и делим все это пополам, потому что отливка у нас из двух частей. И получаем 1956 сантиметров кубических. Чтобы получить в граммах, потому что мы будем отмерять на весах, нам нужно эту цифру 1956 умножить на 1,08. Это плотность силикона. И получаем 2113 грамм. Все, ребят, можно приступать. Использовать буду вот такой вот силикон китайского происхождения. Покупал здесь у нас в Ростове-на-Дону. Это прозрачный силикон, к нему идет также прозрачный отвердитель. Есть отвердители других цветов. Мы попробуем на второй заливке. Вот такой вот синий цвет. Есть еще красный, но не было в наличии, так что взял только такие. Пропорции на 100 грамм силикона нужно 2,5 грамма отвердителя. Он мне посоветовал добавлять 2 грамма, чтобы силикон жил немножко подольше. Время работы с силиконом около 10 минут. Буду замешивать и заливать по 1 килограмму. Уже около минуты. Думаю, достаточно. И промазываем хорошенько. Вот этих микрощелей бояться не нужно, потому что силикон достаточно очень вязкий. И ничего туда протекать не будет. Долгожданный момент. В инструкции указано, что полная полимеризация проходит 16-24 часа, так что оставляем в таком состоянии до завтра. Прошло 16 часов, силикон уже затвердел. Попробуем раскрыть. В принципе, довольно-таки неплохо он отходит. Имеем такой брусочек. Можно сразу обрезать. Вот здесь небольшая бахрома. Теперь наша задача вытащить отсюда вот эту конструкцию, чтобы осталось внутри сверло. Делаем аккуратно, не спеша, чтобы не повредить внизу силикон. Очистил форму от пластилина. Сейчас я вам покажу вблизи. Получается очень качественно. Сразу вижу небольшие недочеты, которые, думаю, лучше устранить. А именно вот эти вот места, которые получились очень тонкими. Хочу их так вот обрезать, то есть сделать четкую грань, чтобы не было вот этой вот очень тонкой части, которая, мне кажется, не очень точно будет соединяться и позиционироваться потом. В любом случае, при такой технологии будет получаться на соединении определенная небольшая граница, которую в последующем нужно будет зачищать вручную. Также обрезаю бахрому вот здесь по краю. Получилось немножко здесь бахрома. Убираем все такие слабые места. Все, можно собирать. Ставим корпус обратно.
Последний этап перед заливкой. Опять нужно смазать разделительным воском. Теперь буду делать это твердым разделительным воском. Также нужно обработать ответную часть силикона. Делать я это буду уже привычным разделительным воском, смазкой, спреем. Итак, заливаем ответную часть. Все в принципе то же самое, но немножко будем делать по-другому. Теперь я буду использовать синий отвердитель, и вы увидите, насколько это удобнее. Чтобы видеть, хорошо или плохо вы размешали. Чтобы не делать лишних движений и все визуально контролировать. При использовании прозрачного отвердителя очень сложно было проконтролировать, хорошо ли я размешал. А здесь это визуально очень качественно можно контролировать. И не делать потом лишние движения, чтобы не добавлять лишний воздух в силикон. Мешаем до тех пор, пока масса не станет однородного цвета. Цвет стал у силикона однородный. Значит, отвердитель хорошо размешан. Ставим на дегазацию. И вот так идет процесс. И, наверное, последний раз. Сейчас уже шапка должна подняться до определенной высоты и дальше не подниматься. Все, должна начать обваливаться. Это значит, что практически весь воздух вышел. Думаю, этого вполне достаточно уже по опыту. Раз. Выключаем и идем заливать. Блин, забыл обмазать. Забыл обмазать, ребята, я кисточкой. Ну, заодно и проверим, дает это что-то или нет. Конечно, это не очень хорошо. Рекомендуется лить в одно место силикон, то есть не гонять его по форме туда-сюда, как я делал с первой половиной, чтобы не захватывать дополнительный воздух. Небольшой трэш произошел. Отвлекся на несколько секунд буквально, и вся пена, весь силикон практически вышел из стенок. Я тут его сейчас собирал. Короче, все заделал, все. Но это ничего страшного, потому что силикон завтра застынет, и мы просто как пленочку это все снимем, и все будет также отлично. Короче, в таких ситуациях моргать нельзя. Последняя порция. Очень не терпится посмотреть, что же получилось. Но, к сожалению, нужно подождать 16 часов. Завтра я приду и думаю, к вечеру уже можно будет раскрыть, убрать борта, разделить две формы и посмотреть, что же у нас получилось. Друзья, прошли сутки. О, какой красивый, глубокий, голубой цвет, океанский. Все, разбираем форму. Тяжеленькая. Аккуратненько, не спеша. Вот так. Там, где не попал спрей, то есть вот здесь вот, сбоку, там силикон склеился.
Так что обрабатывать разделителем обязательно. Я думал, вообще силикон друг к другу не прилипнет. А он, как оказывается, довольно-таки неплохо склеился. О, шикарно, просто шикарно. Давайте рассмотрим формы вблизи. Получилось очень хорошо, идеально. Вот здесь вот просто как отполированное все. Очень хорошего качества форма. Здесь, в принципе, тоже не вижу ни одного недостатка. Так что, в принципе, можно с дегазацией, можно без дегазации. Если наносить кисточкой сначала на сверло, промазывать все, то получается очень-очень качественно. А здесь я просто заливал. Забыл я обмазать сверло, и как видите, тоже все очень качественно. Так, ну и нужно посмотреть, как формы соединяются. Ответственный тоже момент такой. Раз, все, форма соединилась. Идеально все. Нужно будет вырезать 2 кусочка фанерки вот сюда. И перед заливкой все это стягивать, чтобы здесь вот на краях силикон не деформировался. Для этого нам потребуется 2 кусочка фанеры. Сейчас попробую вам показать, что внутри. Все хорошо сопрягается. Сюда сейчас нужно будет сделать длинный прозрачный цилиндр, куда будет подниматься пена от эпоксидной смолы при дегазации, чтобы она не выливалась. Для этого я и делал вот здесь форму под 50-ю трубу. Имеем трубу 50 диаметра и бутылку из-под воды. Этот пластик обладает термоусадочными свойствами. Сейчас мы с вами изготовим прозрачный цилиндр. Нанесу разделительный воск. Надеваем заготовку на трубу и начинаем нагревать потихонечку. Ну вот он, цилиндрик, готов. Через него нам будет видно, как происходит дегазация. Вырезал 2 кусочка фанеры, чтобы совпадало по длине и ширине с нашей формой. Перед заливкой обязательно нужно внутри обработать воском. Это можно сделать как твердым воском, аккуратно нанести его туда. Либо просто можно использовать вот такой вот воск-спрей. И теперь нашу форму нужно хорошенько зафиксировать, стянуть, чтобы она ни в коем случае не разошлась после того, как мы зальем туда эпоксидную смолу. Смотрим. Все, отлично. Ну все, друзья, силиконовая форма полностью готова к работе, к заливке эпоксидной смолой. Заливку в форму эпоксидной смолы и то, что получилось, вы уже увидите в следующих видео. Потому что процесс этот, друзья, не быстрый. На отверждение эпоксидки требуется около суток, а также несколько дней, чтобы сверло набрало прочность, чтобы можно было его оттуда спокойно, не боясь, достать и не повредить. Очень не хочется несколько дней работы кропотливой потерять из-за спешки. Так что у меня на этом все, друзья. Кому видео понравилось, поддержите лайком. Скоро увидимся. Всем пока!